На связи CryptoGen. В сегодняшнем ролике я поделюсь своим мнением в отношении дальнейшего движения цены по биткоину. Данное видео будет полезно трейдерам, которые занимаются среднесрочной, а также внутридневной торговлей. В своем анализе я применяю технический анализ, который включает в себя свечной графические анализы, а также волновой анализ Эллиота. Забегая наперед, сразу же хочу сказать, в случае, если мой анализ меняется, я об этом буду сообщать в своем телеграм-канале. Также в нем я показываю свои точки входа, стопы и, конечно же, тейк-профиты. Ссылка на телеграм-канал будет закреплена в описании под данным роликом. В сегодняшнем же видео мы с вами разберем вот данную ситуацию, попытаемся определить потенциально возможное дальнейшее движение, а также потенциально возможные точки входа, стоп-лоссы и, конечно же, тейк-профиты. Ну что, давайте переходить к техническому анализу. Технический анализ мы начнем с того, что проанализируем свечи на дневном таймфрейме. Переходим на дневной таймфрейм, выключаем все наши рисовалки и смотрим ту свечу, которая закрыла у нас вчерашний день. Вот данная свеча, является свеча полнотелая, с большим объемом мы видим. Если мы посмотрим на бирже Binance объем, то мы увидим, что в принципе объемы плюс-минус совпадают, такие же, какие идут на других биржах. Объем у нас соответствует тому, что свеча является полнотелой, свеча является больше, чем предыдущая свеча, как по объему, так и по телу свечи. Свеча очень сильно напоминает свечу поглощения, то есть марибозу, когда свеча быков в данном случае поглощает предыдущую свечу медведей. Но не забываем, что свеча, которая закрыла позавчерашний день, вот текущая красная свеча, она была новостная. Учитывая тот факт, что она была новостная, мы видим, какой был у нее объем. Но вчерашняя свеча получилась очень интересная в плане объема и, конечно же, тела. Это при том, что вчера также вышли новости, как большинство посчитали, печальные для рынка, в плане того, что SEC уже подает суд не на Binance, точнее не уже, а еще подает суд не на Binance, а также на Coinbase. То есть рынок, по идее, должен был бы спуститься еще ниже, в район 24 тысяч. Но мы видим то, что мы видим. Цена показала свой определенный рост. Я думаю, что это была манипуляция со стороны быков, которые до этого потеряли на своих лонгах более чем 300 миллионов. Давайте более подробно разберем данную ситуацию. Для этого мы перемещаемся на более мелкий таймфрейм, включаем 4-часовой таймфрейм. И более подробненько сейчас мы будем разбирать ту ситуацию, которая у нас возникла. А именно мы разберем вот на этих ценовых значениях. Вчера мы с вами разбирали, и я определил для себя следующую волновую структуру, где у меня идет волна 1, волна 2, волна 3. Я ожидал коррекционную волну 4 и далее волна 5, которая бы завершила формирование общей волны 3 старшего порядка. Общая волна 3, я напомню, это та волна, которая имеет отношение к внутренней структуре волны С более старшего порядка. Но ввиду вчерашнего импульса, вчерашнего восходящего движения, который сломал по сути ту волновую структуру, о которой я только что упомянул, а именно цена зашла за лоу волны 1, что автоматически нарушило ее на данных ценовых значениях, то данная волновая структура является уже никчемной. На данный момент я склоняюсь к следующей волновой структуре, где у нас идет волна 1, волна 2, волна 3, волна 4 и волна 5 вот на данных ценовых значениях. Давайте сделаем разволновку, чтобы вам было более понятно. То есть мы ставим волны. Вот в таком вот диапазоне цен у нас происходит волновая структура по построению 5 волн волны 3 старшего порядка, которая имеет отношение к формированию глобальной волны С. Я как считаю, сейчас формируется у нас коррекционная волна, которая может уже завершила свое формирование, а также которая может еще продолжить немного свое формирование в плане восходящего движения. Как это можно высчитать? Мы можем посмотреть, что у нас была первая волна, дальше шла коррекционная волна. Сейчас происходит третья волна, идет коррекционная волна. И будет идти пятая волна. После пятой волны, я уже думаю, мы увидим тот самое восходящее движение. Третья волна на данный момент является короче, нежели первая волна. Это в принципе еще допустимо. Главное, чтобы в 5-волновой структуре, где у нас идет 5 волн, чтобы третья волна не была самой короткой. Также мы с помощью Fibonacci можем посмотреть, насколько у нас получилась глубокая коррекция. И мы видим, что коррекция у нас дошла до значений уровня 0,618. Тем самым мы протестировали нижнюю границу предполагаемого нашего треугольника канала, который формировался в 4-й волне, то есть трендовую линию, после пробоя которой в большинстве случаев мы возвращаемся к ее ретесту. И сейчас у нас идет то самое снижение. Но мы можем также увидеть, что помимо трендовой линии на текущих ценовых значениях у нас имеется еще глобальная трендовая линия, которая формирует наш нисходящий канал по формированию той самой подволны 2.
о которой мы упоминали еще в предыдущих видео. И на данных ценовых значениях верхней трендовой линии у нас находится уровень 786 и уровень 0,851 по Fibonacci. Не удивлюсь, если после какого-то накопления мы сходим на ретест верхней трендовой линии и уже тогда будем формировать ту самую пятую волну общей волны C. Что касается второго варианта, который я для себя также рассматривал в отношении той коррекции, которая сейчас произошла. Также рассматривал более удлиненную третью волну, когда у нас здесь идет формирование первой волны, второй волны. Сейчас идет волна 3, которая имеет внутреннюю структуру в виде 1.2, 1.2. Здесь у нас по сути первая подволна завершилась, здесь у нас вторая подволна. Далее будет формироваться третья, четвертая, пятая. То есть это совершит формирование та самая третья волна. Но здесь есть одно но. Если с помощью Fibonacci мы также померяем то расстояние, которое прошла предполагаемая вторая подволна внутренней волны 3 старшего порядка, то мы увидим, что цена зашла за значение 0,851. В большинстве случаев, когда цена заходит за эти значения, то идет слом структуры. По крайней мере, я его для себя так трактую. Мы практически дошли до ценовых значений по Fibonacci 1 к 1. Вот данные ценовые значения. Поэтому этот вариант я даже не вижу смысла никакого рассматривать. Что касается потенциально возможных точек входа. На данный момент я уходить не буду. Я буду ожидать более интересную точку входа. Почему я не буду сейчас ходить? Потому что сейчас ходить является менее безопасным. Мы можем обратить внимание на объемы, которые формируются в нижней части экрана. Объемы продавцов идут на понижение, при том, что у нас свечи формируются достаточно уверенные. Это может говорить только о том, что свечи внутри являются пустыми. Но это предположение, скажем так. 4-часовая свеча у нас сейчас формируется, до завершения остается более часа. Мы также видим, что объем у нас не доходит пока до средней скользящей. Да, он может, конечно, за час подрасти, но в это слабо верится. Будем в любом случае наблюдать за рынком. В случае, если я увижу для себя оптимальную точку входа, я обязательно буду писать в своем телеграм-канале, ссылка на который, повторюсь, будет закреплена в описании под данным видео. Для меня более всего идеальный вход на данный момент будет с уровня 786, вот с данных ценовых значений. По ценовым значениям это 27 780, 790 можно так даже сказать, долларов за биткоин. Стоп, конечно же, выше уровня 0,851, выше нежели 28 тысяч долларов. То есть, плюс-минус вот на данных ценовых значениях. Вход, стоп. По тейки, конечно, я буду спускать пониже, если вы торгуете на средний срок. Если торгуете внутри дня, то, конечно, до первой локальной области поддержки. Вот данная локальная область поддержки. В любом случае, при таких значениях соотношение риск-прибыли у нас будет более чем 1 к 3. Мы видим, что здесь 3,4. Если на средний срок, то это вообще 8,4. Вот такой сегодня краткий обзор получился по биткоин. Остались вопросы, задавайте в комментариях, с удовольствием обсудим. На связи был CryptoJin. Всем удачи, пока.